Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Наша эпопея Чип и Дейл спешат на помощь продолжается. К нам обратилась одна из участниц нашей группы с просьбой помочь ей пересадить вот эти растения. Но она сразу призналась, что времени у нее катастрофически не хватало на уход за этими растениями, поэтому вот они сейчас находятся вот в таком неприглядном виде. Ну, мы с радостью согласились ей помочь и как раз снять видеоролик, показать вам пересадку этих растений. Итак, начнем вот с этого куста. Антуриум, Бэби Пурпур. Обратите на него внимание. Видок, конечно, у него еще тот, скажем. Мы специально не стали поливать этот грунт, чтобы показать вам, в каком состоянии он находится. То есть грунт очень сильно пересушен. Посмотрите, просто все сухо-сухо. Поливался он очень и очень давно. Что касается фракции, то по составу это грунт второго состава, но фракция и не крупная, и не мелкая, ну, скажем так, средняя. Вот здесь чипсы сверху, а дальше, посмотрите, фракция гораздо мельче, чем чипсы. То есть средней фракции. На данный момент грунт пересушен. Что происходит? Растение страдает от нехватки влаги. Далее мы берем водичку и поливаем его. В результате у нас на листьях появляется желтизна по краю, кончики сохнут. И здесь то же самое, такой же листик появляется. Вот черненькие такие пятнышки. Многих как раз вот этот момент и пугает. Увидев вот это пожелтение, желтые вот эти пятна, люди начинают волноваться, думать, что это вредитель, грибок, ну, все что угодно. Это не так. Это все из-за переувлажнения грунта. Пересушки, вернее, а потом обильного полива. Далее, что еще можно сказать о растении? Видно, что ему также не хватает и влажности воздуха. То есть он испытывал, видимо, и находился в помещении, которым довольно-таки сухо. То есть растение страдало от влаги, от нехватки влаги, как сухого грунта, так и сухого воздуха. Ну, насчет питания, как хозяйка сказала, кормила. Тогда, когда вспоминала об этом. Ну и результат, как говорится, налицо. Растение очень и очень выглядит некрасиво. Ну, ничего страшного. Сейчас мы его пересадим, разделим. И все будет хорошо. Итак, давайте извлечем растение из горшка. И посмотрим, что у нас происходит с корнями. Корни длинные, повылазили в отверстие. Скорее всего, сейчас при извлечении земляного кома эти корешки мы повредим. Вот. Можно, конечно, их сразу отрезать, можно все-таки попытаться вытащить. Ну, вот этот корень все равно нам не получится сохранить. Ну, эти еще попытаемся. Давайте пока не будем трогать, отрезать, как говорится, никогда не поздно. Он так плотненько сидит. Скорее всего, из-за этого, знаете, даже как-то так и не получается у меня его сразу и вытащить. Оп. Все. Какая-то часть корней у нас вышла. Ну, что можно сказать? Здесь в дырочках, видимо, был керамзит засунут. Вот он. Корни его оплели. И даже где-то показалось, что вросли в него. Так, что можно сказать про корни? Корни здоровые, не гнилые. Ну, я бы сказала, плохо развитые. Вот тоненькие. Зеленые это из-за того, что использовался прозрачный горшок. Ну, если честно, я прозрачные горшки не люблю, потому что меня как-то это несколько шокирует. Но опять же, вот тоненькие они. Почему? Все та же пересушка грунта.
все тот же усиленный полив затем и нехватка питательных веществ. Как вы помните, хозяйка сказала, что поливала его от случая к случаю. Давайте сейчас попробуем убрать лишний грунт, хотя это будет, скажем так, не очень-то и легко. И потом вот сверху посмотрите, какие корешки. Здесь уже более молодые, здоровые. Грунт, конечно, внутри, обратите внимание, совсем мелкая фракция. Если сверху еще как-то крупное присутствует, как чипсы, а середина так вообще очень мелкая. Хотела вместе с вами попробовать удалить этот грунт, но, видимо, не получится. Давайте я сама удалю, а потом покажу вам, что у меня здесь получилось, чтобы не затягивать ролик. Мы отделили 3 деток от растения. Вот какие они у нас красивые получились. Что касается корневой системы. Как я уже говорила, корневая система пересушенная. Вот если бы хозяйка не сушила грунт, относилась к поливу более серьезно, корни были бы такие уже вот толстенькие, хорошенькие, а не вот такие сухие, как здесь. При посадке мы длинные корни сухие обрежем и посадим это растение в отдельный горшочек. Здесь тоже, смотрите, какая деляночка хорошенькая. Вот на ней бы я хотела вам показать. Посмотрите. Вот сухой корень. Один полностью сухой, второй такой же. Этот корень уже работать не будет, и даже после полива он уже не восстановится. Этот корень надо обрезать. Поэтому, если сильно пересушить грунт, то можно добиться, что все корни придут вот в такое состояние. Поэтому, девочки, обязательно очень внимательно относитесь к поливу. Не пересушивайте грунт. И еще одна последняя. Тоже деляночка. Здесь то же самое. Сверху посмотрите, молодые корни. Толстенькие, хорошенькие. Ну и внизу опять же вот сухие корни. Вот сухой корень. Как я сказала, повторюсь, длинные вот эти сухие корни мы обрежем и после этого только посадим растение. Посмотрите, полностью усох корень. Больше внимания мне бы хотелось уделить вот этому большому крупному кусту. Здесь опять же много внимания корням, я думаю, не стоит уделять. Как видите, вот они прям даже на ощупь как шелестят. Он полностью сухое все. И здесь то же самое. Но это уже нездоровые корни. Вот то же самое. Тоже как и на маленьких наших детенышей были. Итак, что можно сделать с этим кустиком? Первый вариант это, посмотрите, здесь у нас одно растение, второе растение и третье растение. То есть 3 растения. Можно отрезать его от пня, затем аккуратненько отделить одно растение, вот здесь надрез сделать. Вот это растение также, захватив вот эти воздушные корни. И каждый кустик посадить в отдельный горшок, используя при посадке грунт на основе кокосового субстрата. Со временем эти растения подрастут и превратятся в красивые пышные кустики. Есть также второй вариант. Это отрезать опять же пень и посадить всю эту верхушку, всю эту груду вместе. Вот во вторым вариантом мы воспользуемся. То есть мы полностью обрезаем пень. Вы знаете, такое впечатление, что там и ствол внутри полусухой.
Ну, нет, вот здесь только по краям получается. Ну-ка. И здесь тоже. Так, ладно. Эта копна нас больше не интересует. Давайте вернемся к нашему будущему пышному кустику. Итак, мы хотим вот это все посадить в грунт. Со временем, опять же, получится или пышный большой красивый куст, или можно вытащить растение из горшка и разделить его. Это будет сделать гораздо быстрее. Корней воздушных здесь достаточно. Они еще молоденькие, не одеревенелые, так что я так думаю, что быстро очень пойдут в рост. Но прежде чем нам приступить к посадке, надо убрать все цветы, потому что сейчас растению нужны будут силы на наращивание корней, и тратить их на цветы, ну, нет никакого смысла. Кстати, используя первый вариант, вам также придется обрезать цветы. Обрезаем не под самое начало, вот так вот, такие вот оставляем хвостики. Со временем этот хвостик засохнет, и нам легко будет его извлечь. Вот этот маленький, конечно, очень жалко такой, молоденький. Ну, тоже придется обрезать. И вот этот еще один у нас прям совсем малыш. Ну, что сделаешь? Придется и пожертвовать и им. Так, даже здесь еще толком. Ой, неудачно так обрезала. Все, вытащила. Итак, корней здесь нет, одни воздушки у нас, а листьев очень много. Поэтому мы нижние листья удаляем. Но старайтесь и так, чтобы вот как, допустим, у нас здесь 3 получается отдельных кустика, ну хотя бы по 2-3 листика на каждом из них осталось. Лучше, конечно, оставлять молодые, здоровые. Вот эти уже пожелтевшие старые листья, конечно, лучше убрать. Здесь молоденькие остались. Если у вас, ну вот, допустим, как на этой получается у нас один листик, второй и третий. А вот здесь у нас тоже получилось гораздо больше. Если у вас в основном получаются старые листья, а молодых мало, то можно не срезать полностью, а, допустим, вот обрезать часть листа. Ну, вот так. Вот здесь бы я тоже еще обрезала вот этот. И здесь. Этот. Ну, еще этот резанем. Ну, вот я считаю, вот этого в принципе будет достаточно. И вот в таком виде растение уйдет на посадку. Хотелось бы несколько минут уделить приготовлению грунта. В этом ведре у нас верховой торф и кокосовый субстрат крупной фракции. Как видите, вот посмотрите, какие большие кусочки. Это отличный грунт для антуриума. Но я хотела бы сейчас обратить внимание на то, что есть грунт сухой, есть грунт влажный, а есть грунт мокрый. Как разобраться? Вот смотрите, мы вытаскиваем грунт и просто его отжимаем. Видите, потекла вода. И воды потекло довольно-таки много. Если мы, не отжимая, в этот грунт посадим свое растение, то вполне возможно, что корни у антуриума начнут загнивать. Тем более, если отверстий в днище горшка у вас недостаточно. Опять же, отжимаем, посмотрите, вода текет. Вот. Если вы начали отжимать, и у вас вот появилось несколько капелек, ну вот, сейчас,
сколько силы хватит. Вот видите, несколько капелек. Вот. То этого достаточно, это влажный еще грунт. Но если оно прям вот течет такой струей, то это грунт мокрый. В него сажать растения не рекомендуется. Вот отжали грунт, сложили в отдельную посудинку. Опять же берем, смотрите, о, как текет, здорово. Отжимаем, ну, насколько у вас уже хватит силы. Ну, вот, достаточно. Вот, опять же, получился вот такой. Ну, что такое сухой, я так думаю, можно догадаться и так. Этот грунт, видите, какой темный. Когда он будет сухим, он станет просто светлый. То есть вот именно в такой грунт надо садить растения. Что мы сейчас и сделаем. Грунт мы подготовили. Так как хозяйка дала нам неограниченное время на адаптацию именно вот этого растения, так как она хочет его оставить себе, мы решили немножко ввести свои нововведения. То есть горшок мы обклеили обычной пленкой, обычный пакет использовали пищевой, для того, чтобы солнечный свет не попадал и корни у нас и не были зелеными. Ну, обычный пакет, скотчем перевязали, как говорится, у тебя слепили из того, что было. Вот. И будем использовать вот такую сеточку. Обратите внимание, мы ее положим на дно горшочка. Для чего мы будем это делать? Смотрите, у нас внутренний горшок имеет вот такие ножки. Когда мы опускаем его сюда, ножки касаются днища горшка. То есть, если вдруг хозяйка по каким-либо причинам забыла слить воду из нижнего поддона, что получается? Через вот эти отверстия, а они заполнятся у нас грунтом, влага будет поступать в горшочек. И нижний слой грунта будет постоянно находиться во влажном состоянии. Мы ложим сеточку. Что получается? Как видите, если даже хозяйка по каким-то причинам и забыла слить воду, то вода уже не попадет в нижнюю часть горшочка. Кстати, у нас на сайте есть пост об использовании этих сеточек. Ссылочку оставим в описании, поэтому, если будет вам интересно, посмотрите. Вот. Сейчас смотрите, что мы делаем. Мы на дно горшка насыпаем грунт. Так, много мы насыпать не будем, так как корней у нас не очень много у растения. Вот, достаточно будет. И будем садить наш кустик. Как видите, все, что лишнее было, мы срезали, цветочки срезали. Ну, кстати, между прочим, и сейчас он выглядит довольно-таки неплохо. Даже в таком виде. Ну, со временем вы еще посмотрите, какой будет кустик. Мы, конечно, снимем продолжение всего этого. Итак, ставим растения. И свободное пространство засыпаем грунтом. Вот так. Если сажать, конечно, в полный рост растения, то есть грунт засыпать, полный горшок грунтом, то это будет неправильно. Как напомню, корней у нас здесь нет, одни воздушки. Смотрите, как неплохо даже получилось. У нас получилось 3 маленьких кустика, которые будут переданы хозяйке. И вот это растение. Оно останется у нас. Мы будем наблюдать за его развитием. На форуме создадим тему, в которой выложим вот сейчас фотографию этого растения, и в дальнейшем будем описывать, как оно развивается, как оно себя чувствует, и наполнять этот пост дальнейшими фотографиями его развития. Возможно, снимем видеоролик. У нас на форуме
очень много полезной и нужной информации. Как вы понимаете, на YouTube, задавая вопросы, вы должны быть готовыми, что вы не получите полный ответ. Просто в рамках канала этого сделать невозможно. На форуме же мы даем полные ответы, подробные рекомендации. Поэтому заходите на форум, регистрируйтесь, пишите вопросы. Мы всегда рады общению с вами. А сейчас всего вам доброго. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, приходите на форум. До свидания.